Братцы, я надеюсь, что меня видно и слышно теперь, несмотря на то, что у нас произошел явный сбой. Сейчас. Пожалуйста, сообщите мне, действительно ли видно ли меня, слышно ли меня и так далее. Прошу прощения за эту технический сбой. Ребят, что-то с YouTube творится. Вот реально. Что происходит, понять не могу, но вот какая-то беда происходит. Так, окей. Я не знаю, на чем все прервалось, совершенно не в курсе. Но давайте мы с вами будем продолжать, тем не менее. Значит, сейчас, секундочку. Все хорошо, Богдан пишет. Большое спасибо, Богдан. Надеюсь, что мы сможем нормально продолжить наше общение. Значит, братцы, если очень много было пропущено, давайте я еще раз просто скажу о тех особенностях, которые вот сейчас мы наблюдали. Я говорил, в частности, о выведении вперед плеча, связанного с фодя, который мы сейчас отсматриваем, значит, с этим боевым направлением, которое вошло в состав Чоли Фуд. И я говорил о таком типичном опять хиките. Значит, почему мы наблюдаем это хиките, вот в том числе здесь, например, да, и так далее. Вот мы видим, как далеко выходят на атаках плечи, руки, да, достаточно большая дистанция порой вот этих вот атакующих действий и амплитудных, и тычковых таких, протыкающих, да, вот, и периодически возникает вот это вот хиките в разных совершенно модификациях. Вот прошу снова обратить ваше внимание на это. Вот давайте, вот сейчас только что как раз наблюдали такой типичный хиките. Вот сейчас мы его видим. Сейчас еще хочу, чтобы вы это действительно оценили. Вот только что. Вот. Обратите внимание, да? Вот сейчас мы видим оттягивание руки такое довольно глубокое, далекое очень, да, оттягивание руки. Обратили внимание, да? Такая ситуация характерно уже для каратек, в особенности для тех, кто занимается штакан. Так вот, все-таки я бы хотел узнать, почему мы вот здесь вот наблюдаем то далекий хиките вот такой вот, да, то очень короткий на уровне живота, как я уже говорил вот совсем недавно, да. С чем это связано? Ну давайте я сам и отвечу на все эти вопросы. Братцы, очень просто. Это связано в первую очередь с набором импульса от поворота корпуса. Когда вы используете для атак плечи, и когда вам не запрещено выводить плечо вперед достаточно далеко на своих, например, тычковых атаках, да, или на амплитудных атаках, вполне естественно, что ваше второе плечо оказывается позади, да, вместе, как правило, с рукой, которая готовится атаковать. При этом эта рука может быть близко к вам, как это, например, мы в Винь Чунь видим, и как мы видели здесь вот в Цалифо неоднократно, может быть дальше, а может быть и очень далеко. И если вы для этого набора импульса используете как раз вот эту вот руку, которая отдергивается назад, таким образом, именно таким образом посылая другую руку вперед, да, вот вы поворачиваете свой корпус, и именно это движение посылает вашу руку вперед, да, то тогда такой хиките вполне оправдан. Это как раз набор импульса от отдергивающей руки, который приводит в движение ваши плечи, заставляет вас вращаться вокруг, значит, центральной оси и сильно экономить ваши силы, ваши ресурсы. Потому что если то же самое вы будете выполнять только одной рукой, а вторая рука где угодно будет находиться, например, в том числе и в таком хиките, но в котором нет никакого значения, никакого смысла, да, вы будете все выполнять только одной рукой. Здесь мы тоже действие выполняем, считайте, двумя руками и двумя плечами. Это гораздо мощнее, гораздо быстрее там, и так далее. Ну, для тех, кто знает, для тех, кто такие вещи опробовал. Это, кстати, один из самых простых наборов импульсов. Да? Вот такой. Окей. Давайте продолжим. Фактически я уже ответил на все вопросы, которые я перед вами ставил, но надеюсь, тем не менее, все-таки даже те, кто промолчал, все-таки находили вот эти параллели, о которых я говорил, значит, и которые касались других боевых направлений. Ну вот, кстати, вот сейчас вот то, что мы увидим, многим, я надеюсь, все-таки напоминает в том числе и шэцюань, хотя и очень отдаленно отдельные техники, которые объединены таким термином, как шэцюань. Вот мы сейчас это, я надеюсь, с вами увидим.
Сейчас. Кстати, интересно, когда эти два куска стрима одного выложатся, YouTube, наверное, их разобьет на два разных видео, да? Скорее всего, так будет. Поэтому я, наверное, назову там первая часть, вторая часть. Вот, наверное, так придется это сделать. Окей. Но в любом случае имейте в виду, что это один стрим. Так, сейчас чуть-чуть промотаю вперед для того, чтобы увидеть. Вот, обратите внимание вот на такие действия, да, которые весьма напоминают работу в таких техниках, как Шэйчжуань, и частично, очень отдаленно, конечно, напоминают работу Вин Чон, да, но не вот такие вот низкие положения, которые мы сейчас видим, а то, что мы видели перед этим задолго, да. Окей. Я надеюсь, вам это очень напоминает Шэйчжуань. Потому что вообще-то эти боевые направления, ну, кстати, в том числе и Цайтя, и Фотя, которые вот мы сейчас вот видим, да, они используют немало вот этих техник, как раз, которые мы называем Шэйчжуань или кулаком змеи. Еще раз напомню для тех, кто забыл, не существует такого отдельного боевого направления, и когда вам такое предлагают, имейте в виду, что вы имеете дело с новоделом, вы имеете в виду с бойцом или с человеком, который не учился традиции, не учился традиционным боевым искусством, и, как говорится, я его слепил из того, что было, да? Вот такая история. Окей. Я надеюсь, что более или менее мы с вами поговорили о таком явлении, как Чойлифут и Цайлифо. Надеюсь, что не так много из того, что я говорил, пропало для вас. Надеюсь, что вы это все видели и могли оценить. Еще раз приношу свои извинения там за YouTube или я не знаю за что, может быть за провайдеров каких-то, через которых идет сигнал и которые так вот пробили нас немножечко с вами, да. Такого не должно было быть, но я обращаю внимание, что в последнее время у многих блогеров возникают подобные технические накладки. И связывают все-таки с работой YouTube по большей части, который постоянно что-то сейчас меняет. И когда он это меняет, если вы попадаете в этот период, то, очевидно, на нас с вами это сказывается не очень хорошо. Окей, братцы, если есть вопросы по тому, что мы видели и по тому, что мы слышали, пожалуйста, задавайте их. Если таких вопросов нет, смотрите, ну давайте, например, я могу сейчас сказать несколько слов, например, о Болгарии, потому что иногда я говорю о том, что происходит здесь в Болгарии. Давайте я поставлю одно видео, которое было снято неделю назад, и мы здесь видим еще не так много листвы на деревьях, хотя вот цветущие мы видим, сейчас секундочку, вот у нас цветут тут сливы, значит, цветут персики, прошу прощения, абрикосы ранние, вот, и так далее. Вот такое цветение мы сейчас наблюдаем по всей Болгарии. К сожалению, здесь несколько засвечено солнцем, потому что солнце было яркое, но я хотел вам показать вот такое цветение. Вот такие вот пейзажи мы периодически видим, когда ездим куда-нибудь, да, когда поля, горы, там деревья, леса, не знаю, и так далее. Вот это вот все мы наблюдаем регулярно. Сейчас температура в Болгарии в этот момент, на этот день, а мы говорим с вами о 2 мая, вот, так вот 2 мая у нас температура выше 20, периодически в тени доходит до 26 плюс и даже 28. Вот, ну, с небольшими колебаниями. С утра где-то там 19,5-20 градусов, например, да. Ну, то есть так достаточно тепло, очень даже по-летнему, но хочу напомнить, что такой май, ну, в смысле, такое начало мая не всегда именно такое теплое бывает. Бывает несколько холоднее, когда по утрам там температура, например, 15 градусов, да, а далеко там не около 20, да. Но, тем не менее, все-таки вот уже ощутимо приближается лето, что достаточно приятно. Барнат пишет, было очень интересно. Спасибо вам большое, спасибо, я очень рад. Вот, в том числе вот мы наблюдаем такие вот зеленые уже, значит, посаженные какие-то и желтые посаженные какие-то, как это называется, поля.
различные, да, вот это вот рапс, опять желтые такие поля. Сейчас уже отцвели у нас практически нарциссы, тюльпаны уже отходят, тоже отцветают, самые разные здесь красивые. Вот, скоро будут пионы, будут розы, вот-вот уже прям скоро достаточно. Вот. Вот это вот мы видим картины одного из типичных населенных пунктов, например, Болгарии, да, вот такие вот примерно дома, двухэтажные, трехэтажные, ну иногда многоквартирные мы можем наблюдать. Барнат пишет, дороги довольно хорошие. Спасибо большое. Честно говоря, Барнат, вы знаете, мы считаем, что это плохие дороги, потому что здесь есть действительно по-настоящему хорошие скоростные дороги, а есть вот такие, которые вот мы сейчас видим, и вот такие дороги мы называем плохими, как правило. Видите, машина так немножко трясет, да, она подскакивает. Вот мы считаем, что это плохие дороги. Вот. Ну, наверное, мы, может быть, избаловались как-то, не знаю, бог его знает. Хотя есть и такие дороги здесь, ребят, правда, есть такие, на которых вот прям кажется, что танки прям ездили. Такие тоже есть, в том числе. У нас уже цветут розы, пишет Барнап. Ну супер, супер. Ну да, вы южнее несколько находитесь. Барнап, я прям вам завидую, это здорово. Но у нас, правда, вот тоже скоро-скоро вот уже прям начнет это все. Тоже розы цвести. Окей. Значит, ну еще что. Это был такой вот яркий день достаточно, когда мы поехали в город. Вот сейчас мы едем по такой неплохой достаточно трассе, называется она Тракия. Еще раз напомню, эта трасса была выложена когда-то камнями, замощена римскими легионерами. Вот, а потом поверх всего этого, значит, практически вот мы видим асфальт. Прямую такую достаточно трассу из Софии в Бургас, с запада на восток Болгарии. Вот можно по этой трассе прям буквально проехать. Не сказать, что очень быстро, но достаточно быстро, потому что здесь разрешенная скорость на этой трассе, дай бог памяти, по-моему, до 120, по-моему, можно, да, если я не ошибаюсь. Вот болгарские флаги, которые можем наблюдать на разных строениях, на высоких мачтах достаточно. И, кстати, интересная подробность. Болгары, значит, когда не согласны с какими-то решениями правительства, есть у них такая особенность, они иногда этот флаг вешают вверх ногами. Там полоски в обратном направлении как бы идут. Да? Это такой вот немой протест в том числе существует. Это помимо таких достаточно гласных протестов. Вот в частности, помните, я рассказывал вам о том, что Болгария буквально бурлила, чтобы поменять власть, поменять правящую партию. Это произошло. И сейчас бывшая правящая партия здесь пытается любыми средствами помешать этому демократическому движению, несмотря на то, что, значит, уже премьер-министр как бы удален, который сидел еще с Савдепией здесь. Слава богу, это произошло. Вот. Что дальше будет, мы увидим. Значит, сейчас партии трутся очень сильно в парламенте, не могут сформировать кабинет министров, и, скорее всего, будут перевыборы в местный парламент. Это замечательно. И вообще надо власть как можно чаще менять, независимо от того, кто конкретно и какая партия конкретно приходит там, в виде там, большинства в парламенте или в качестве премьер-министра, например, ставленника наиболее такой многоголосой партии, что ли, да, избранной. Вот, тем не менее, это, конечно, надо постоянно менять, это и есть демократия, постоянная смена власти, а не когда она постепенно превращается в автократию, в тоталитаризм там, и так далее. Вот такие переходы типичные, например, для городов болгарских, видите, довольно длинные, через все развязки, на них стоят там цветы, растения какие-то и так далее. Лифты, конечно, там имеются для людей с ограниченными способностями, возможностями. Вот. Вот такие интересные, например, тоже решения здесь существуют. Вот. Это один из таких полупромышленных районов. Мы видим, как цветут здесь у нас растения, такие яркие, достаточно неоновые цветы. В том числе сейчас еще больше. Это было снято где-то неделю назад. Вот в эти дни тут вообще наверняка все уже цветет просто повсюду. И листва уже везде и так далее. Так, ну здесь вот тоже справа мы наблюдаем там цветение какое достаточно яркое, иногда слева типичные домики. По правой стороне мы видим порт и такой железнодорожный хаб портовый. Вот, это вот на побережье, это в Бургасе такой вот порт большой, он международный. Ну, международный в том смысле, что сюда заходят и корабли из Средиземного моря, и через этот порт идет общение с странами, в том числе, которые выходят к Черному морю. Да?
Парнат пишет, сейчас не так активно делают, очень медленно все делается. Ага, понятно. При Саакашвили у нас начали делать дороги, вот вы пишете. Ага, ясно, ясно. Сейчас, да, сейчас я знаю, что замедление Саакашвили вообще достаточно много сделал, согласитесь, для Грузии. Это был прям буквально прорывный какой-то момент. И сейчас вот это вот затормаживание многих смущает, конечно. Наверняка многие переживают, как бы так ни получилось, что Грузия вернется в состав России. Мало кому бы этого хотелось. Но я имею в виду из грузин, например, из вообще тех народностей, которые живут в Грузии, и вообще из демократической общественности. Я считаю тоже, что каждая страна имеет право на самоопределение, и каждый народ имеет право на самоопределение. И мы знаем большие проблемы, например, с курдами. Это наиболее многочисленная такая национальность, которая не имеет сейчас собственного государства. Да? И это реально трагедия для этих народов, ну и трагедия для тех стран, где проживают сейчас курды, где они активно борются за собственное государство и где в том числе имеются и террористические акты, и какие-то столкновения и прочее. Ну и вполне естественно, народ борется за собственную страну. Когда-то существовал Курдистан, сейчас его нет. Барнат пишет, опять воровать начали. Это очень жаль. Да. Коррупция, к сожалению, это то, что съедает вообще все ресурсы стран, в которых она имеется в каких-то больших масштабах. Она, конечно, везде имеется, но когда это некие мелкие масштабы и такие масштабы, которые не касаются большинства граждан, то как бы это более-менее терпимо, да, согласитесь. Окей. Ну вот мы сейчас наблюдаем это как раз Бургас. Как мы видим, здесь каждый дом имеет собственное лицо. И это очень приятно. Здесь можно прям ходить. Такой архитектурный музей, достаточно интересный. Мне нравится гулять по Бургасу пешком именно. И я его проходил поперек. Вдоль его пройти, конечно, сложно. Он длинный, он вытянут вдоль побережья. А вот поперек через основную жилую зону можно вполне пройти часа за два. Вот, что я и делал уже. Это приятно, это интересно посмотреть на дворы. Здесь, кстати, довольно интересные такие моменты есть, когда двор представляет собой большое количество каких-то кафе, ресторанчиков, вот прям во дворе, да, магазинов каких-то и так далее. Такой вот, как у нас говорят, шаговой доступности. Вот, это очень удобно, конечно, для проживающих граждан. Вот, и мне кажется, вообще это здорово. Знаете, как вот китайцы очень любят, например, вот эти вот моменты, когда они работают и живут практически в одном и том же месте. Да? Вот в Бургасе это примерно более-менее возможно. Бургазлии, так называются жители Бургаса, здесь бургазлии, значит, нередко работают неподалеку от места своего проживания. Это вообще здорово, когда можно пешком или на велосипеде доехать до собственной работы, согласитесь, да, и также быстро вернуться назад. Это очень приятно. Кстати, здесь много велосипедных дорожек, здесь многие пользуются электросамокатами, обычными самокатами, велосипедами, роликами и так далее. В том числе для того, чтобы добраться до работы и обратно. Да? На велосипеде вообще и зимой, и летом как бы можно ездить здесь. И, значит, это очень удобно, очень быстро, никаких пробок там, и к тому же это все-таки здоровый образ жизни. Вот сейчас мы наблюдаем, ну, просто один из торговых центров, я решил снять, ну, мы в него заезжали там, да, вот, для того, чтобы было представление о том, что, ну, в Болгарии в том числе типичные такие европейские вполне моллы какие-то существуют, с подземными парковками какими-то, мойками там и прочим, как мы сейчас видим. Большое количество автомобилей было, это уже люди готовились, закупались к праздникам предстоящим, вот, и достаточно много было людей. Ну, не так много, конечно, как, вот я думаю, сейчас, именно в эти дни, вот, но тем не менее тоже было достаточно много. Наверх здесь поднимаются, видите, вот на лифтах можно подняться, ну, как во всех нормальных торговых центрах, можно на эскалаторах подниматься и спускаться тоже. Эскалаторы удобные, как и лифты, в них можно с этими вот с тележками такими продуктовыми, какими-то там товарными залезать, в смысле влезать, въезжать и так далее. Вот. Здесь вот мы видим кинотеатр, например, внутри этого молла, да, какие-то там едовые заведения были, где можно покушать. Здесь же находится, как это называется, фитнес-центр такой, вот, ну и так далее.
Это просто к тому, что просто если вы будете в Болгарии, имейте в виду, что побережье это далеко не вся Болгария, и какая-то прибрежная часть даже каких-то городов, это вообще не Болгария еще далеко. Вот. Это какие-то просто отдельные места, которые вы можете наблюдать, на которых вы можете побывать, можете про это забыть и побывать уже в других несколько. И в настоящей Болгарии, и на различных термальных источниках, которых здесь немало, и на минеральных источниках, которых здесь немало. И вот можете посетить какие-то торговые центры, развлекательные какие-то места, там в кино сходить, не знаю. И, кстати, что мне очень нравится в Болгарии, это то, что в кинотеатре, как правило, нет дубляжа. Когда вы приходите в кино смотреть, да, вы можете его смотреть на оригинальном языке, и внизу идут субтитры на болгарском. Да. Таким образом, вы можете, вот, пожалуйста, практиковать какие-то языки, которые вам известны, там, английский, французский, там, например, немецкий, там, и так далее. Да. Вам это не мешает, вы действительно в это время как-то повторяете язык, что мне, например, очень интересно. Вот. Но если нет такой необходимости, желания такого, то вы можете пользоваться этими субтитрами и нормально тоже, в том числе, понимать, о чем там люди разговаривают в этих фильмах. Да? Окей. Ну, наверное, братцы, мы с вами сегодня поговорили обо всем. Так, секундочку. Барнаб пишет, а болгар уезжают в Европу работать. Да, Барнаб, да, очень много болгар. Я предполагаю, что где-то четверть населения Болгарии. Ну, Болгария не такая большая страна. Здесь, по-моему, население на сегодняшний день это там порядка 7 миллионов, может быть, да, 7, может быть, 8 миллионов, я не знаю, да. Вот. И четверть этого населения находится в Европе. Очень много болгар. Здесь просто хорошая школа программистов, в том числе, и очень много айтишников, программистов в Европе находят себе, значит, хорошую работу, высокооплачиваемую и так далее. Я уже говорил, что, вот, например, у моих соседей, у нескольких буквально, значит, дети или внуки находятся в Лондоне или просто где-то в Британии, например, да. Немало болгар уезжает, например, в Германию. Вот. Но, правда, те, кто уезжают на простые работы, ну, там, на склад какой-то или в пиццерию, там, например, где-то работать и так далее, понятно, что они возвращаются, потому что это далеко не карьера, это понятно. И в Европу имеет смысл, конечно, ехать, когда у вас есть хорошая специализация, достаточно востребованная и так далее. При этом для болгара не обязательно совершенно получать какие-то специальные для этого визы, какие-то волшебные и так далее. Это Евросоюз. Ну, правда, в Британию, если болгарин сейчас едет после Брексита, надо уже получать там какие-то специальные документы для этого. А в другие страны Евросоюза можно просто садиться на самолет, на паровоз, там, на что угодно, и спокойно туда ехать, устраиваться на работу и прочее, без всяких проблем, ни с какой стороны. Да? Вот. Таким образом, да, достаточно много болгар сейчас находится за пределами страны, но они также участвуют в голосовании. Когда вот здесь проходит голосование, какие-то выборы какие-то, да, там очереди просто выстраиваются во французских, ну, в смысле, в болгарских посольствах, там, во Франции, в Германии, например, там, не знаю, в Испании, в Британии, там, и так далее. Вот. Кроме того, ну, вот, например, у меня есть несколько знакомых, которые на больших траках ездят по Европе, да, эти такие длинномеры, да, там, фуры такие. Вот. Ну, такие современные достаточно и снабженные вообще всем, там дом на колесах такой, в общем, достаточно неплохие деньги при этом получают и прочее подобное, да, ездят по всему миру, ну, вернее, по всей Европе, так скажем. Вот. Такого рода работы тоже есть. И, как я уже сказал, часть болгар возвращается сюда на родину, часть остается за пределами, получает гражданство той страны, в которой пребывает. Но, тем не менее, все болгары обязательно хотя бы раз в год, ну, все не знаю, но вот, по крайней мере, из моих всех знакомых, которых я знаю, их, значит, братья, сестры, там, дети, внуки, хотя бы раз в год стараются приехать сюда, в Болгарию, потому что для болгар понятие патриотизма – это не глупое понятие, какое-то нелепое, непонятно за что. Они действительно любят свою страну, они любят природу здесь, они любят болгарские традиции, болгарскую кухню и, конечно, своих родственников. Поэтому с большим удовольствием сюда в том числе возвращаются, пусть даже на небольшое короткое время отпуска. Вот. Ну, вот о Болгарии я немножко рассказал. Так, сейчас, секунду, Барнаб пишет. Я удивился, когда вы рассказали о канализации в деревне. Ну да,
Не знаю, я сам удивился, когда я сюда приехал. Я сам удивился, честно говоря. Я не рассчитывал на такие блага цивилизации, на хороший широкополосный интернет, и на телевидение там, и так далее. Потому что, ну, как я уже говорил, вот у нас, например, в Тверской области была дача такая, ну, домик там деревянный, сруб хороший, все там вот, прямо на берегу Волги, прямо вот буквально из бани выскакиваешь, хоп, так и в Волгу там ныряешь, например. Вот. Но в этом месте, ребят, вот сутки есть электричество, сутки нет. Сутки есть, сутки нет. Ни одной асфальтированной дороги. Да? То есть по проселочной дороге туда, например, надо ехать. Да? Интернет вообще забудьте там. Только через мобильный интернет, например, можно там. Ну и так далее. И уж, конечно, там нет речи о водопроводе, например, о канализации там, и так далее. Вот в России именно такая. Это всего там 150-180 километров от Москвы. Всего ничего. Вот. А здесь, как видим, ну, все-таки цивилизация как-то шагнула несколько дальше. Хотя дровяное отопление, как я уже говорил, в селах это норма. Это в основном связано с тем, что просто дешево. Вот. Конечно, в городах во многих это запрещено. В маленьких городках где-то, по-моему, это еще есть. Вот. А вообще вот городское население в основном отапливается, значит, ну, центр, как правило, отапливается электричеством, разными электроприборами, в том числе этими, как это называется, кондиционерами, забываю такие слова. Вот. А, значит, где-то на периферии, например, городов, ну, там пеллетное отопление, может быть, какое-то еще там, ну, такого рода. Вот. Значит, в селах все так же отапливаются дровами, в основном стараются, потому что, ну, ребят, еще раз, это самый дешевый вариант просто здесь. Причем дрова дубовые, калорийные, очень жаркие. Вот, и это все дешево. Дуб здесь растет как сумасшедший, его очень много. Дуб, граб, значит, этот, как еще это называется. Ну, в общем, вот такие вот породы таких деревьев, которые дают очень много тепла. Вот. И, кстати, это причина, по которой здесь русская печка, например, ее построить нельзя, потому что она разрушается от этого жара. Для русской печки, вы знаете, да, во-первых, там срок ее жизни, ну, при постоянном каком-то, при постоянной эксплуатации, там лет 20, ну, от силы 30, да, потом она все равно, там, надо ее перекладывать уже, да, и то это на каких-то осиновых, березовых дровах, не очень калорийных. Вот. А дубовые дрова, конечно, ее сразу разрушат, ну, довольно быстро разрушат. Поэтому здесь для отопления используются не кирпичные какие-то печи, да, в домах болгарских, а обычные вот такие печки-буржуйки разных модификаций, они довольно большие бывают, маленькие бывают, там разные-разные. Вот. Как правило, таким образом. Вот. Но, как я уже говорил, нам, например, это не понравилось с самого начала. Вот. Поэтому у нас тут разведена везде система отопления. Вот висят такие батареи по стенам везде. Вот. Мы отапливаемся пеллетником, ну, пеллетным котлом таким хорошим. Значит, отапливается у нас 2 дома от одного пеллетного котла. У нас котельная такая, в которую там я раз в несколько дней, ну, когда холодно, значит, раз в сутки захожу, засыпаю туда из мешочков такие пеллеты, вот эти гранулы такие небольшие, сыплю туда, и все. А все остальное он делает сам уже. Это очень приятно, что от меня практически ничего не требуется для этого, да. Вот. Барнат пишет, а местные овощи и фрукты стоят недорого? Да, вообще недорого. Ну, я думаю, что так же, как и в Грузии, есть целый ряд фруктов и овощей, которые вообще ничего не стоят. Например, здесь на рынках, ну, я не видел, наверное, продаются, но я не видел, например, инжир. Вот если в Москве, например, инжир, это прям их поштучно продают, да, то здесь инжир считается тем, что растет само по себе. Это действительно, вот сажаешь его, и там через какое-то время, очень короткое, через там 3-4 года, у тебя уже большие урожаи инжира, и это не продают на рынках. Это просто вот оно, ну, как бы растет и растет. Абрикосы, какие-то помидоры, там, огурцы местные там и прочее, прочее. Ну, какой-то вот этот типичный продукт, зелень всякую. Здесь очень много, кстати, зелени, самый разный растет, такой, который в России, например, не растет, который используется для приправ там различных и так далее. Вот. Это все продается, да, и в магазинах, и на рынках, и где угодно, и в любом виде, и в сушеном, и в таком свежем виде, там, и так далее. Это все продается, это, да, действительно недорого, как правило, за исключением лет, когда какой-то неурожай. Ну, например, там не огуречный год какой-то, да, цена на огурцы там вырастет, не помидорный какой-нибудь год, там, цена на помидоры вырастет. Ну, это не значит, что их вообще нет. Они есть, просто они немножечко там дороже, дешевле, вот такая история.
Барнард пишет, у нас дорого, потому что зарплата маленькая. Ну да, да, я это хорошо понимаю. Нет, здесь недорого это в городах, а в сельской местности, ну, как правило, на своей земле люди все выращивают вот это вот все, потому что, ну, здесь вот от помидорки семечко упала, она прорастет 100%. Огуречная какая-то тоже прорастет. Ну, понимаете, да? Черри сами по себе растут, вот эти вот маленькие черечки, там, помидорки, да, какие-то. Вот. Абрикосы, персики, там, ну, вот эти вот все сливы там и так далее. Многие из них даже полива особого не требуют. Ну, значит, первое время какой-то полив все-таки им нужен. Там черешня всякая, вишня там и прочее подобное. Это тоже само по себе растет и от вас практически ничего не требует. Там, может быть, весной чуть-чуть подобрезать их и все. Вот. Виноград тоже сам по себе растет, и виноградных сортов здесь очень много, и винные, и такие, как это, десертные сорта, и, значит, там, как это, такой белый виноград, и такой, как черный такой виноград, и так далее. Вот, и вино, вот помните, я рассказывал, здесь есть вино белое, розовое, красное, да, но есть еще черное вино, например, и отдельный такой, такое, я не знаю, как сказать, вино, настойка, как пелин, я вот тоже рассказывал о нем. То есть здесь большое количество вот таких вот виноградных каких-то и поствиноградных каких-то изделий. Это помимо того, что есть еще ракия, которая там обычно градусов 45 там, вот, ну и прочее, прочее, прочее. Много тут всего. Тут есть местный джин, в том числе, кому это интересно. Вот. А что касается вот фруктов, овощей и прочего, ну, типичный набор, достаточно широкий. И овощей, и фруктов. Я просто, у меня что-то в голове сейчас этого нет, чтобы все перечислить. Ну, например, вот мы знаем несколько видов лука. Там белый, желтый, красный, да, вот это вот все здесь растет, все используется тоже. Вот. Помидоры самые разные, каких угодно расцветок, конфигураций и размеров тут. Вот, ну и так далее. Вплоть до того, что вот, например, креветки какие-то, вот все знают, да, креветки, там королевские креветки, такие большие, там, беспонтовые самые вообще-то, да. Вот, скажем, здесь на побережье можно маленькие такие вот креветочки вот купить, которые чистить не надо. Я вот как-то рассказывал в конце прошлого лета. Вот они, мне кажется, самые вкусные креветки. Это вот такой вот маленький криль такой, вот, что ли. Вот. Если будете в Болгарии, вот попытайтесь найти. Я могу вас адресовать к каким-то местам, где это в том числе готовят. Здесь очень хорошо готовят мидии. Их достаточно много в прибрежных каких-то ресторанах. Это тоже всегда вкусно, это всегда по-разному. Есть отдельные заведения, которые вообще специализируются на мидиях, на этих. И там вы можете их с самыми разными соусами, в самых разных вариантах там приготовленных, значит, эти мидии пробовать. Это действительно вкусно. И даже люди, которые не любят мидии, не любят морепродукты, с удовольствием здесь это едят, если только хоть один раз попробуют, да. Так, Барнард пишет, вчера купил огурцы и помидоры по 1 евро. Это значит 2 лева, да, получается. Огурцы и помидоры по 2 лева. Слушайте, я, честно сказать, вообще не помню местных цен. Давно я что-то не обращал внимания. Ой, не могу сказать, почем сейчас здесь вот помидоры и огурцы. Не могу сравнить, к сожалению. Ну, я попытаюсь это выяснить. Барнард пишет, тепличные. У нас здесь тоже, да, можно тепличные купить, конечно, вот в это время, потому что часто имеем дело с урожаем прошлогодним, да. Здесь турецких достаточно много из Турции, значит, привозят греческих фруктов, овощей, вот в такое время, когда нет местных там каких-то, да, а чуть позже будут местные, естественно, вот эти вот фрукты и овощи. Так, Руслан всех приветствует, и мы вас приветствуем, Руслан. Барнард пишет, 4 лари за килограмм. Ясно, ясно. Слушайте, ну я постараюсь выяснить, почем мы покупаем эту всю продукцию. Честно сказать, я говорю, я не помню просто. Я постараюсь узнать вот у супруги, она обычно помнит это все. И какой-то перечень в следующий раз я обязательно тогда постараюсь как-то надиктовать, да, и какой здесь порядок цен, чтобы вас поставить в известность об этом. Вот. Здесь, среди прочего, например, очень популярные, если уж мы говорим о еде, здесь эти молочные продукты очень популярные, самые разные, начиная от масла какого-то там и такого, значит, сыры различные.
Вот, ну и прочее подобное, да, вот это вот очень популярно, это используется в салатах, естся отдельно там и так далее. И вот летом, ребят, реально, среди прочего, вот шопская салата, так называемая здесь, если вы будете, да, обязательно покушайте. Простой салат, но вам обязательно понравится, потому что в его состав входит вот сырень, так называемая здесь местная. Это надо обязательно покушать. Вот. А вообще вот в жаркие дни очень хорошо где-нибудь на террасе, в ресторанчике сидеть. И вот помидорочка с сиреня, с этим вот, как это, у нас это называется брынза обычно. Вот помидорочка с такой брынзой, немножечко там, кто-то берет себе там кофе, кто-то чай, кто-то там джин возьмет, кто-то вино возьмет. Но это вот очень приятно в жару как раз такие вещи вот употреблять. И, среди прочего, здесь, как я уже говорил, очень хорошие сорта турецкого чая, помимо там разных чаев таких травяных, здесь употребляют травяные чаи, и я постоянно пью травяные чаи. В Болгарии сначала я не мог без черного чая, по привычке, по такой московской, но сейчас я черный чай очень редко употребляю, разве только вот турецкий, такой хороший, по-настоящему чай, или китайский, который вот можно купить там в Китае, например, да. Вот. А обычно я травяные здесь чаи пью, и это очень приятно. К этому, конечно, надо привыкнуть какое-то время, но я специально себя не приучал к этому. В какой-то момент меня просто потянуло на это, и я вот черный чай уже не пью практически. Так, Барнаб пишет, яблоки старые. О, чай я люблю. Барнаб, ну приезжайте сюда, я вас напою хорошим чаем, реально, просто хорошим. Мы, знаете, сядем с вами на воздухе. Вот турецкий чай лучше всего пить на воздухе. Вот, мы с вами сядем, значит, покушаем, попьем чаю хорошего, поболтаем о чем-то. Здесь это приятно делать, особенно вот в вечереющем таком вот, вечереющей обстановке. Вот. Если вы не захотите до меня доехать, если, например, где-то на побережье, там в Бургасе, скажем, остановитесь, я к вам приеду, мы там вместе, я покажу вам места, где хороший турецкий чай в том числе подают, еще подают кадифе, так называемый. Кадифе — это такой сырно-сахарный такой десерт, это обязательно надо попробовать, ребят, это настоящая хорошая турецкая кухня. Вот. Так что, если будете в Болгарии, обязательно тоже попробуйте. Они разные бывают, эти кадифе. Так, Барнаб пишет, зеленый для меня горький. Окей, окей. Барнаб пишет, с удовольствием. Ну окей, хорошо, если будет возможность, приезжайте, я с удовольствием, я вас встречу. Вот, если вы сюда ко мне прям приедете, вот в село, где я живу, да, я вам обеспечу там проживание какое-то, все будет хорошо. А если нет, если вы останетесь на побережье, ну мы тогда с вами на побережье увидимся. Вот, я приеду специально в том числе. Барнаб пишет, учу немецкий, может из Германии заеду. Это вообще было бы прекрасно. Это очень хорошее решение, я вас поддерживаю, если есть такая возможность. Вот. В Германии многие из бывшего соцлагеря устраиваются достаточно неплохо. У нас есть 2 бойца, которые тоже живут в Германии, вот, и, по-моему, живут неплохо, судя по всему. Так, и Барнаб пишет, спасибо, и вам тоже спасибо большое. Да, и, братцы, еще одно короткое объявление. Я надеюсь, что в этом году у нас все-таки семинар какой-то состоится. Смотрите, Болгария вроде бы, я уже, честно говоря, запутался, то они хотели с 1 мая открыть свои границы для всех, то с 1 июня, потом опять на май как-то перенесли. В общем, не совсем понятно, но мне кажется, сейчас уже какие-то полеты будут возобновляться сюда, в Болгарию. То есть можно уже совершенно официально, нормально приезжать. Ребят, не забудьте только о ПЦР-тесте вот этом антивирусном, да, значит, и может быть у меня в конце концов тоже сложится какая-то возможность, скажем, в Украину съездить с семинаром. Если не сложится, то я ребят, бойцов из Украины жду к себе тоже в том числе. Вот. И если есть такое желание сюда приехать, давайте будем говорить в следующих стримах о какой-то дате, будем как-то обсуждать, как приехать, что приехать и так далее. Я опять объявлю все условия, как сюда ехать и прочее, прочее, прочее. Вот. И этот семинар будет не менее интересным, я думаю, чем предыдущие. В том числе, значит, ребят, я просто напомню, помимо того, что мы обязательно будем касаться тех аспектов боевого искусства, о которых мы говорим постоянно на стриме, мы обязательно будем цена, причем каждый раз, каждый
Каждую тренировку мы с вами будем цена гонять, поэтому вы уедете отсюда не только с общим впечатлением, например, о каких-то разделах боевого искусства, но уже с наработанными достаточно вещами. Мы будем говорить об атаках, защитах, мы будем говорить о входах, мы будем рассматривать самые-самые разные ситуации, в том числе, я надеюсь, мы поработаем с вами лежа, сидя там, ну и так далее. Вот. И кроме того, братцы, у кого есть сомнения, вот, например, у кого есть желание осваивать Lao Feng Shuan, но как-то не можете взяться за это и так далее, тоже приезжайте, пожалуйста, на семинар. Вы здесь стартуете достаточно легко, вы поймете, что такое Lao Feng Shuan здесь вот прямо, например, и это будет хорошим стартом к дальнейшему его освоению. Но тоже касается и ребят винчунистов, тоже касается тех, кто интересуется пахе, например, и так далее, да? Окей. Ну и Фанзичуань там, кому интересно тоже. В общем, в любом случае, братцы, приезжайте, да? Нику пишет: добрый вечер, вам доброго вечера. Скажите, почему вы ни с кем не снимаете спарринги? Почему же? Уже 100 раз приходилось отвечать, что спарринги есть на этом канале. Пожалуйста, посмотрите, вы их легко найдете. В Болгарии много клубов по боевым искусствам, и найти с кем поработать можно же. Да, можно, мне, ребят, лень очень, честно говоря. И здесь, значит, клубы, очень много клубов единоборческих, кёкушин, тэквондо, штакан там и так далее. Эти ребята не идут на контакт, они не хотят сражаться, у них спортивные дела такие, ну, как и в России, как и везде там, да. В общем, это не совсем то. А бойцов настоящих найти, ну, вы знаете, иногда на меня выходят бойцы здесь вот местные, значит, люди, которые здесь работают, что-то практикуют. Вот мы договаривались, например, с одним таким бойцом, он в итоге ушел в сторону как-то, да, отказался, при том, что мы договаривались вот в Бургасе встретиться, там, поработать вместе, там, ну, в смысле, поспарринговать там и так далее. То есть это, ребят, не от меня зависит, это больше от вас зависит, поэтому, как говорится, you welcome, да. Так, Нику пишет: просто хочется увидеть подтверждение ваших слов именно в бою, и пусть хоть спортивным по правилам. Не, я по спортивным правилам просто не работаю априори, это вообще не мое. Ну какой смысл шахматисту играть в шашки, например, или наоборот? Ну, ребят, ну это разные дисциплины вообще. Нет, без этих правил, без всяких и так далее. Вот. Еще раз, Нику, если вы хотите, вы легко найдете спарринги эти. Ну, легко, нелегко. Кто-то находил у нас на канале, кому-то мне приходилось там показывать там и так далее. В общем, это есть все на канале. Для тех, кто не ленится, кто может найти. Нику пишет: чтобы задать людей на семинар, наверное, надо как-то подтвердить свои навыки в бою. Ну, это уже подтверждено. И у нас есть бойцы, которые видели мои спарринги, которые сами участвовали в этих спаррингах, которые сами сюда приезжали, вот, и которые пользуются уроками нашего канала и так далее. Так что с этим проблемы вообще нет. И у нас много кто знает, как я сражаюсь, как я работаю и как я преподаю, например, да? Окей. Так, Нику пишет: у вас есть хорошие клубы по Винчунь. Неужели проблема провести спарринг? А вот нет. В ближайшем моем окружении, среди тех населенных пунктов, которые меня окружают, здесь нет винчунистов. Это надо в Софию ехать. Ребят, вы что, серьезно? Я вот, значит, несколько часов туда и несколько часов потрачу. Значит, вот туда я буду ехать там часа 4, обратно буду часа 4 ехать, да? Ради там 15 минут спарринга там, например, с кем-то. Серьезно? Не, это не мой стиль. Так, секунду. Кёкшинцы вообще никогда не отказывают в спарринге. Отказывают них. Так, странно. То есть у вас на канале спарринги без правил, что ли? Да, конечно. А почему это странно? Мы единоборствами здесь не занимаемся. Нику пишет: а где увидеть бойцов, которые к вам приезжали? Здесь же на канале немало было демонстраций, значит, бойцов, которые в том числе участвовали в семинаре. У нас есть много очень нарезок с разных семинаров. Вот, там вы можете посмотреть на этих бойцов в том числе. Ну, короче, не поленитесь посмотреть на канале, да? Еще раз, вам это интересно, вы это найдете, следовательно. Окей, ну, в соответствующих плейлистах нашего канала. Так. Еще раз, братцы, большое спасибо за участие в этом стриме. Прошу прощения за технические накладки, которые у нас возникли. YouTube почему-то порубил этот стрим на два. Надеюсь, что на канале это будет два разных видео хотя бы. То, что он их, YouTube их 100% не склеит, эти видео, да? Окей. Нико пишет: ну согласитесь, эти 4 часа поездки, работа в спарринге может поднять ваш авторитет. Долгая дорога этого стоит. Нет, мне этого не стоит. Я не гонюсь за авторитетом вообще. Приезжайте сюда, и вот будет вам авторитет, если вы хотите.
а я за этим не буду ездить. Это еще раз, это не мой стиль. Я для этого слишком ленивый человек, для того, чтобы гнаться за какой-то непонятной популярностью, куда-то ехать. Это я вас сюда приглашаю все время, вы приезжайте. Нику пишет, я видел работу в паре, но спаррингов и тем более без правил вообще не видел. Ну, посмотрите их, найдите. Так, братцы, еще раз большое спасибо. Всем хороших праздников, хороших выходных. Тем, кто отмечает Пасху, поздравления, соответственно, от меня. И всего вам доброго, до следующих видео. Я надеюсь, что мы сегодня неплохо с вами поговорили не только о Болгарии, как в конце вот сейчас этого стрима, но и поговорили неплохо о Цалифо или Чолифут. Я надеюсь, на какие-то основные вопросы по этому поводу я ответил. Вот, и надеюсь на какую-то обратную связь в том числе. Кстати, если вам интересны какие-то боевые направления, китайские, конечно, традиционные, а не какие-нибудь новоделы там бессмысленные, вот, пожалуйста, тоже пишите, и я постараюсь как-то на них тоже обратить внимание. Всего доброго, скоро увидимся.